Меня зовут Нежницева Екатерина. Мне 19 лет. Все, приплыли. До нее маленьких детей не видела никогда. И родилась, я говорю, какая-то интересная такая, странная. А мне врач сказала, говорит, перехоженная, поэтому такая, говорит, как дедок морщинистая, отойдет. Мне сейчас 8 лет, и я люблю бегать, прыгать, лазить везде. Я когда родила, я говорю, они говорят, все нормально, у тебя хороший пацан, все, успокойся. Сказали, она у вас жить не будет. Для меня это был, конечно, шок. Почему жить не будет? Почему это для меня? Закончила в 13-м году школу. Хорошо закончила, без троек. Вот. Сейчас учусь в техникуме на экономиста-бухгалтера. Мне 30 лет, через месяц будет 31. Я работаю в больнице, очень сильно люблю свою работу, люблю своего сына. Я, в принципе, счастливый человек. Ну, ребенок как ребенок. Я всегда любила на себя в зеркало смотреть. Мне приятно на себя смотреть. Да, понимаю, конечно, что как бы выгляжу старше, но я считаю себя красивой. Врачи не знали, что со мной делать. Мне сначала говорили, она доживет до 14 лет, умрет. Дожила живая. Ну, много раз говорили, ну, сейчас вот еще год-два и все. В итоге 19 лет я уже вот сижу перед вами. Она на себя смотрела очень много в зеркало. Она поворачивалась так и вот так. И вот так она себя натягивала. И она очень долго хотела сделать пластическую операцию. Очень долго хотела сделать. И когда перенесла эти страшные боли, видя вот эти синяки, вот такие уши, да, вот такую отечность на глазах, я вообще там расплакалась, ее увидала. Я изменилась сильно до такой степени, что иногда мне в аэропорту говорят, это вот не ваш паспорт. Вот это осталось. Можно как бы еще поменять, но я думаю, что уже все, хватит. Я как бы принимаю себя такой. Специально меня Бог создал такой, чтобы я людям показала, чтобы они, наверное, относились к таким, как мы, как-то по-другому, чтобы становились человечнее. Бедный ты мой ребенок. В школу у меня как бы причин не ходить туда из-за моей внешности никогда не было. Вот. У меня было, конечно, такие моменты, когда там одноклассники обзывали, как бы придешь, маме скажешь, мама придет на следующий день в школу, все, все смирно, все тихо, больше никто меня не трогал, не обижал. Ты курить бросил? Да. Бросил? Реально вчера. Ну-ка дыхни. Катя, она, не знаю, вот в любой ситуации она может поддержать, сказать какой-нибудь совет. И если грустное настроение, она возьмет, толкнет и скажет, а ну-ка не грусти. То есть вот такого вот, она реально как старшая сестра. Ну, было тяжело, конечно, что ты вроде бы сам здоровый, нормальный, а такой вот ребенок все равно неординарный, да, вот больной как бы. И когда ты идешь, и тебе, посмотрите, бабка в юбке, в мини-юбке, это для меня вообще шокировало. Или идешь, она так поворачивается и пальцем тычет, и я готова была этот палец вывернуть в другую сторону. Воспитана Катя так, что какая родилась, такая родилась, как бы в этом плане, что у нее свои мировоззрения психологически очень сильные, очень крепкие. И она для себя поняла, что я ничем не хуже других. Ну, что я некрасива, зато я счастливая. Вот и все. Ты мой маленький. Дай я поцелуй меня. Катя молилась, говорит, Господи, дай маме здорового ребенка, не такого, как я. Сделай, говорит, нормального, обычного, чтобы он был как бы не обижен ничем. Сестренка моя. Да? Ты мне кто? Сестерка. Сестренка? Тебя как зовут? Сестерка. 15 лет у нас разница с ней. Ну, в ее возрасте, да, я выглядела старше уже. То есть, не морщина, а складки щеки провисают.
пошли в школу. Собеседование Кирилл прошел, а зауч сказала: ой, вы знаете, ему будет тяжело в нашей школе учиться, а у нас нет возможности его оберегать как бы от других детей. И вообще по статусу школы нам не подходит. Почему у тебя по математике 3-3? А? Потому что ты на Петрова не А ты хороший. Ты просто идеальный. Ну-ка, перестань. Ну все, не реви. Киря. Ну все, пойдем. Не понимаю, как вообще можно жить без детей. Я рада, что у меня есть Кирилл. Он не считает себя абсолютно ничем обделенным. Ну, единственное, папу ему очень сильно хочется, это да. Ну, и он мне говорит: ты когда будешь искать мне папу? Я говорю: а как искать, ты мне расскажи. Ну, ехали мы с ним где-то. А он говорит: ну, ты вот понравился тебе кто-то, ты подойди как вот так вот плечом ударь, а потом извинись. Я говорю: а ударять что, падал или не надо? Ну, как бы вот так вот. Такие вот у нас моменты. Когда я забеременела с человеком, у нас были хорошие отношения. Я его на тот момент любила. Он вообще как биологический отец, просто, я не знаю, лучше, наверное, не найти. Он очень умный, он очень симпатичный, он общительный. Куда ты полный рот? Прямо сядь. Человеку не нужно вообще ни детей, ни семьи. Но если не нужны ему, зачем? Ну и, в принципе, я, конечно, с этим человеком жить уже бы не смогла. Но, как бы, конечно, если бы он захотел общаться с Кириллом, то, конечно, пожалуйста. Ну, он был эгоистом, и он ушел. Ну, не ушел, а когда мама узнала, что он эгоист, и она сама его бросила. И вот, когда я уже повзрослела, я злился на него. Почему ты такой вот эгоист? Ну, другого хочу, но не его. Хорошего, доброго, чтобы помогал маме, чтобы ну, ругал меня. Двадцать третий! Бежим! Илюха! А. И сейчас, подожди. Ты чё? Ты чё сделала? Надавил сильно. Нас засекли. Капец. Паша мне рассказывать. Участковый инспектор по делам несовершеннолетних, старший лейтенант Жмахан. Почему так волнуется? А вдруг кому-нибудь в глаз попали бы? Да, он просто музыкальный звук. Я просто батарейки оттуда вытащил, вот отсюда, и вот. все. Нет, повтори. Хулиган явный. Ну, там побаловаться, побегать. Как бы вот сидеть вот так заниматься для него редко. Ну, бывает, что что-то разукрашено, но редко. Хулиган вообще. Кто такой? Не знаю. Себя плохо ведет, наверное? Да. Хулиганит, Угу. балуется. Угу. Раньше у меня Кириллу не нужен был так отец, потому что папа мой ему давал всю там. Они ходили с ним в походы, они ходили на рыбалку. То есть как бы он ему заменил отца вообще полностью. Также и мама там Кирилла учила читать. Там, ну, то есть как бы вкладывали в него очень много. Кирюша, скажи, сколько тебе лет-то сегодня исполняется? Много. А много-то сколько? Вот. Сколько? Сколько? Считай. Считай пальчики. 1, 2, 3, 4. Сколько? Значит, 1, 2, 3, 3. молодец! Тут получилось, что все это делаю я одна. То есть как бы и за папу, и за маму, и за бабушку, и за дедушку как бы. Там автокатастрофа была, и они сразу оба умерли. Мы ехали, дед заснул, и мы, там речка была, и мы там за камень вот так вот колесом заэтовались и перевернулись.
ну, как-то стало не хватать кого-то. Я хочу, чтобы у Кирилла был отец в первую очередь. Охота, чтобы все-таки был человек родной, мой только. Счастье, когда мама рядом. Как мне там одна женщина сказала один раз, что у него никогда не будет семьи. Будут дети, будет жена. Это у моего Кирилла однозначно будет, господи. Это даже я не сомневаюсь ни капли, он в этот раз мне говорит: ой, наверное, не буду жениться. Я говорю: почему? Он говорит: да что-то как-то мне не хочется от тебя уезжать. Я говорю: ну вместе со мной будете жить. Он говорит: а вдруг у меня жена не захочет с тобой жить? Я говорю: ну надо такую найти, чтобы захотела. Ну надо подумать. Я говорю: что ты рано, говорю, начал думать. Каждая девочка с детства мечтает, что у нее будет свадьба, то есть платье, как положено. Все. Конечно, мечтала, то есть оно все так и сбылось. Я знала, что я одна не останусь. То есть никогда то, что у меня будет своя семья, то, что будут дети. Я набирал номер телефона своего друга, можно сказать, напарника, и ошибся буквально в одну цифру. Ответила она. Первый раз извинился, второй раз опять случайно набрал, как специально этот номер телефона. Когда я первый раз ее увидел, честно, вот я немножко не понял сначала, как по телефону, допустим, голос один, внешний вид другое. В голове махом прокрутилось, как буквально несколько мыслей за несколько секунд. И ничего я не сказал. Начали общаться, да. Ну, здесь вот 6 лет. С садика фотография старшая. 2001 год. А в 2002 я в школу пошла. В 2003 я уже ее окончил, но только 11 классов. Ты же 9? А я в первый пошла. Я 11 закончила. 11? Да. Папа ушел и сказал: мне такой ребенок нафиг не нужен. Ну, если бы меня это напугало, я просто после первой нашей встречи не появился бы на вторую. Приятная на общение девчонка, жизненная, такая сказать, в меру продвинутая, радостная, веселая, и всем любому рот заткнет. То есть она в себе как говорит: мне все равно, что же люди скажут, это как она есть. Но это молодец, она сильная в этом плане. То, что мнение окружающих, да, многие не понимают, очень не понимают. Вот кроватка, шарик. Вот единственное, видишь, в чем прикол? Она на пластмассовых шарнирах идет. Да, встанет, будет орать: вау, нафиг, шарниры послетали, да? Ну, как тебе? Ну все, я ее вчера посмотрела, все, она мне нравится, я ее хочу. Оформляет? Да. Мне сейчас 28 было, ей 19 лет. Разница не ощущается, наоборот, она выглядит, в смысле, у нее натура изнутри идет как, то есть она молодая, а идет натура, наоборот, старше, то есть как бы более опыт быстрее приходит.
Она ведет себя как настоящий взрослый, осознанный человек. А ну как бывает, мальчик все время на УЗИ, а рождается девочка. Бывает и такое, да. Саша, сюда! Давай, спускайся! Он себя считает очень привлекательным, вообще супер-мега парнем, поэтому не зависит от мнения общества абсолютно. Ему много мужского внимания как бы уделяют мои друзья, то есть один может там взять велик, пойдем покатаемся, другой там, ой, давайте пойдем, я буду тебя за руку держать и тебя как бы за руку держать, и вот мы будем идти как семья, ну давай, хочешь раз, ну давай, пойдем как семья. Здравствуйте. Кирилл, он постоянно, он у меня и частенько остается, когда Иринке когда-нибудь отлучиться раньше было. Ну, когда у нее с родителями своими проблема случилась, он очень часто у меня оставался. Постоянно, и что-то мы с ними ковыряли, дома что-то ремонтировали, там те же розетки, и конструктор собирали вместе. Но все равно ему нужен отец. Мне нравится Паша. Ну, потому что он мне нравится, мужчина хороший. Ну, нравится. И я хочу, чтобы он был моим папой. Но ей нужен человек, который, во-первых, для которого внешность не главное, это однозначно. И тот человек, который не глупый, и очень умный, состоявшийся. То есть ей надо как бы человека постарше, который воспримет ее, и у нас большая компания, и всех нас, без нас она никуда. Мы для нее как семья, самые близкие. Ну что, давайте. За встречу, да? За встречу? Ура! За пьянку? За обед субботы, да? Да. Люди ждут от нее, что она должна забиться в углу и рыдать там тихо дома над своей проблемой. И у людей вообще такое, как так? Она ходит по клубам, у нее куча друзей. Как такое не должно быть? У нас же какое? Люди только красивые и стройные, у всех 90-60-90 должно, остальные все должны просто сидеть тихо в углу под одеялом. А мне было сложно. И, знаете, наверное, сложно до сих пор в плане того, что я как орлица постоянно, то есть где-то мы были там на дискотеке, там, Ира танцует, у нее проблем нет, а я по сторонам, кто на нее что, то есть я ходила разбираться. С Кириллом сейчас проще. Во-первых, он мальчик, ему будет проще с этим. А во-вторых, когда человек самоуверенный, у него в жизни все будет. Спасибо. Пожалуйста. Детскую комнату милиции не забрали еще? Помаши привет. Пока-пока помаши. Когда Кирюшке было года 2, когда у него стало вот явно проявляться, у нас был, наверное, такой разговор, что вот как ты думаешь, что будет ему тяжело или нет? Я думаю, что Кирилл сейчас, он даже вот и не чувствует этого. Ну, по крайней мере, вот сын мой тоже, ну, то есть они дружат, дети с самого рождения. Когда первый раз вот была вот там съемка подобная, да, он говорит: мама, а что такое с Кириллом не так? То есть ребенку уже, то есть вот 6 лет, а он за 6 лет, он так и не понял, то есть, а что с Кириллом не так? Помнишь, как ты играл в компьютер-то? Я тогда расскажу. Конечно, обязательно его свожу куда-нибудь, чтобы наследственность вот эту вот выяснить. Это просто синдром вялой кожи, все. Там просто нету эластичности и упругости ткани нет. А прогирия – это совсем другое заболевание. То есть такие люди живут, ну, там до 17, до 20 лет. Мне стало легче, что у меня не прогирия, потому что с прогирией бы никакого ребенка никто бы из нас, ни Катя, ни я бы не родили, потому что там совершенно стареет абсолютно весь организм. Это редчайший случай, это первый случай у меня в моей практике ведения такой беременности. Ученый не может разобраться, что приводит к такому состоянию организма. Поэтому я настроен был, так сказать, не оптимистично. Гормоны нормальные, да? Да, все хорошо, у меня вон накололи всего-всего. Я думал, беременность прервется, не будет развиваться. Даже если будет развиваться, так, ну, все равно будет прерывание. Потому что думал, там и гормональный фон будет страдать, и печень, и почка. Думаю, внутренний орган может тоже соответствовать этому как бы изменению таким возрастным. Прерывания беременности нет. Это радует. Значит, продолжать принимать магний B6, экстракт валерианы, спокойно спать. На ночь еще можно ложечку меда, чтобы лучше спалося. Так, анализ крови хороший, анализ мочи хороший.
Так, все остальные анализы хорошие. Ну, что беременность протекает пока благоприятно, прогрессирует. Я Кате предложила, давай, говорю, съездим в генетику, сделаем отчип у ребенка и посмотрим, какая генетика. Если бы, конечно, показалась схема, что хромосомы нарушены, конечно бы я бы хотела бы, чтобы она не рожала больного ребенка. Но там за ней вообще выбор. Мой бы совет был бы не рожать. Я как бы знала, что мне могут вообще как бы начать настраивать на то, что как бы этого ребенка чтобы не было. Я сразу себе поставила цель, что нет, все будет, то есть до конца. Смотри. Вот туда идет вон та, которая меньше. Иди померяй, посмотри, что ты реально говоришь. Ты выше делай, зачем так низко? Так вот она выше, куда выше? На это уже не идет, другое крепится. Я поняла. Так вот переверни сначала, вот так вот. Да не так, здесь дырок нету, ты видишь? Вот так она будет, отдай сюда. Какая разница? Большая разница. Переживал, как бы это, и потом, когда была на ранней стадии, и она беременность, я говорю, ты сразу пойди про врача, лучше подстраховаться действительно. Но у нее смелый поступок, она говорит, даже не важно, какой ребенок будет, он будет. Потому что как можно убить этого маленького крошку? Вообще, то есть, я не знаю, мне говорили врачи, что я могу родить, у меня может все пойти в обратную сторону. То есть, могу стать на свой возраст выглядеть, могу еще хуже у меня может стать. Не будем мы грустно. Если он такой родится, то есть какой настрой ему задашь, так он и будет себя воспринимать, и воспринимать реакцию чужих людей, окружающих. Dad is my friend and Peg is my friend. Точка. Tim is his friend and Elf his friend. With his friend. Мама самый близкий человек. Добрая, хорошая, красивая. Помогаю ей убираться, мыть посуду. И я всегда с ней пытаюсь быть. Вот когда она уходит, мне прям вот становится что-то... что-то... Не хочу, чтобы она уходила. Это пламенный мотор. Сейчас увидим другой срез. А вот эта часть тела, которая отличает мальчиков от девочек. Это вот они, да, получается? Нет, это ноги. Вы ему льстите. Я сейчас первый раз то, что нормально отличил голову и руки. Выглядит все благополучно. Данных за какие-либо отклонения я не обнаружил. К сожалению, это не факт, что этих отклонений нет. Возможно, что мы не все видим. Риски повторения, конечно, присутствуют. Мы их исключить не можем. Я не боялась ничего. Ожидание того, что сейчас появится, и как-то просто весь страх перечеркнуло. Это очень для меня большая радость. Это все, это смысл жизни. Как этому можно не радоваться? Неженцева Екатерина родила мальчика 19 числа в 8:59 весом 370-52 сантиметра. Завтра придет детский врач-педиатр, он в дальнейшем расскажет ваши действия. Обязательно кормим ребеночка грудью, чем чаще, тем лучше. Когда уже принесли, да, тогда уже все уже начала разглядывать, как бы интересно было. Ну, все хорошо у нас. Вот. Не досталось ему мое заболевание. Слава Богу.
Мальчиком назвали, у нас папа как бы имя выбирал, поэтому мы назвали Глебом. Нам встреча с папой предстоит. Папа нас первый раз увидит только. Поздравляем папу молодого с первенцем. Живите счастливо и здорово и растите. Ой, маленький. Довольный. Очень. Пользуйся, вот так вот. Пониже руку опусти чуть-чуть. На что? На кого похож? Тебе видней.